Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем спицами очень необычный оригинальный узор. Он ажурный. Покажу элементы поближе. Вяжется он достаточно быстро, узор не косит. Вот такой он необычный. Изнаночная сторона тоже, посмотрите, какая красивая. Идеальный узор, например, для вязания снуда, шарфа, палантина. Это изнаночная сторона. То есть вы можете выбрать в качестве лицевой как изнаночную сторону, ну, либо, соответственно, лицевую. Обе они хороши. Интересный. Раппорт узора всего 2 петли и 2 ряда в высоту. И еще один образец, он у меня связан из матовой пряжи. Нить здесь немного тоньше. Это лицевая сторона. Это изнаночная сторона. Такой он интересный, необычный. Итак, как же его связать? Смотрим прямо сейчас. Напоминаю, что раппорт узора составляет 2 петли, 2 ряда в высоту. Для образца я наберу 16 петель на 2 спицы обычным способом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Все, 16 петель у нас на спицах. Одну спицу я достаю. Первую кромочную всегда провязываю лицевой. Все, закрепили. И первый ряд вы можете связать подготовительно. Как у меня в розовом образце, я связала здесь просто изнаночный ряд. Вот. Можно его не вязать. Вот этот образец у меня связан без подготовительного ряда. Поэтому хотите вяжите, хотите не вяжите. Давайте мы не будем вязать в нашем образце подготовительный ряд. И начнем вязать с самого узор с первого ряда. Итак, нас интересует сейчас 2 и 3 петли. Между 2 и 3 петлей мы вставляем спицу правую, захватываем нить, вытягиваем нить, как бы оборачивая вот эти 2 петли. И сейчас вставляем снова правую спицу в эти 2 петли за задние стенки и провязываем лицевую петлю. Готово. Раппорт провязан. Снова вставляем правую спицу между 2 и 3 петлей в пространство. Вот оно. Захватываем рабочую нить, вытянули. И правую спицу мы вставляем в 2 петли и провязываем лицевую петлю. Готово. И снова между 2 и 3 петлей мы вставляем спицу, захватываем нить, вытягиваем петлю. Далее в 2 петли за задние стенки вставляем спицу и вытягиваем лицевую петлю. Скинули. И так до конца ряда между 2 и 3 вставляем спицу, вытянули петлю, в 2 лицевые петли за задние стенки вставили спицу, вытянули петлю лицевую. И так до конца ряда. Узор вяжется достаточно просто. Между 2 и 3 вытянули, из 2 1. Между 2 и 3 и из 2 мы вяжем 1 лицевую. Кромочную вяжете обычным способом, либо изнаночной, либо лицевой петлей. Первый ряд готов. Второй ряд. Кромочную мы снимаем. И первую петлю мы за правую стенку провязываем просто лицевой.
Сейчас нас интересует первая и вторая петля. Пространство между первой и второй петлей, то есть вот такое достаточно большое пространство, вставляем спицу правую, вытянули петлю. И сейчас вставляем правую спицу снова в 2 петли. Вот таким образом. То есть в 2 петли, которую мы сейчас только что обернули, и в следующую за задние стенки. Вытянули лицевую петлю. И продолжаем до конца ряда. Между первой и второй вставили в пространство спицу, вытянули петлю. И сейчас в 2 петли за задние стенки вставили правую спицу и вытягиваем лицевую петлю. Между первой и второй спицу вытянули петлю, в 2 петли за задние стенки вставили спицу и вытянули лицевую. И в конце ряда мы вяжем еще одну лицевую петлю просто за переднюю стенку, за правую и кромочная. Все, раппорт узора провязан. И снова первый ряд провяжем, кромочную сняли. Интересует нас сейчас вторая и третья петли. В пространство между второй и третьей петлей вставляем спицу, вытягиваем петлю. И из 2 обернутых петель мы вывязываем 1 лицевую петлю. Раппорт закончен. Снова между второй и третьей вставили спицу, вытянули петлю, и из 2 1 лицевая. Между второй и кромочной петлю вытянули, из 2 1 лицевая и кромочная. Третий ряд провязали. И еще один ряд. Первую лицевую во втором ряду раппорта мы провязываем лицевой. Далее между первой и второй в пространство вставляем спицу, вытянули петлю, эту обернутую в обернутую петлю за дальнюю стенку, за заднюю, и следующую петлю за заднюю стенку вставили спицу и вытягиваем 1 лицевую. Продолжаем до конца ряда. И в конце каждого второго ряда раппорта мы вяжем просто 1 лицевую и кромочная, либо изнаночная, либо лицевой, как вы привыкли. Итак, это изнаночный ряд, это лицевой ряд, розовенький такой образец, это лицевая сторона, изнаночная и из такой блестящей пряжи. Это лицевая сторона, это изнаночная. Если узор вам понравился, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны. И увидимся в следующих видеороликах. Пока-пока, до новых встреч!